Доброе время суток, товарищи! В этом видео мы поговорим о таймерах и счетчиках на цифровом табло. Нет, на этот раз все будет проще и удобней. Я просто хочу навсегда закрыть тему таймеров на этом канале, а потом... Да поехали уже! Итак, забегу наперед, сказав, что использовать в ролике мы будем анимированные текстуры на брашах и с помощью двух Entity контролировать проигрывание анимаций. Но сначала, по просьбе воображаемых подписчиков, я хочу показать свой ленивый метод создания цифр на табло. Вам понадобится графический редактор PaintNet и какой-нибудь цифровой шрифт, например, Technology. Для заготовки шаблона достаточно будет цифры 8. Размер шрифта, как видите, 450. Выбираем инструмент «Волшебная палочка» и степень чувствительности 92%. После чего выделяем всю цифру и копируем. Дальше создаем новое полотно. Его размеры будут кратны размеру изображения из буфера. Сделаем черный фон и вставим изображение. Осталось подогнать полотно под размеры Source Engine, а именно разрешение изображения должно быть 256 пикселей в ширину и 512 в высоту. Все, можно сохранить PNG файл под именем «восьмерка». Теперь же выделяем часть по центру, закрашиваем ее черным цветом и получается 0. Сохраняем файл под новым именем и проделываем то же самое с другими циферками. Когда все 10 файлов готовы, их можно импортировать в VTF-Edit всем скопом сразу, как анимированную текстуру. Перед сохранением VTF файла не забудьте включить автоматическую генерацию VMT, с которым мы сейчас чуть-чуть поработаем. Спойлер, если вам нужен обратный отсчет, самым простым решением будет заранее заготовить обратную анимацию, чем устраивать себе в дальнейшем путаницу в output командах. Итак, у нас есть варианты: либо создать несколько разных VMT для счетчика и таймера отдельно, либо использовать дополнительные сущности в Hammer для контроля над одной из них. Создайте в Hammer FunkButton, покрытый новосозданной текстурой. Кнопка должна активироваться выстрелами. Рядом с кнопкой необходима сущность Env Texture Toggle. Их нужно связать друг с другом. Напоследок, в output с кнопки вы можете указать либо смену кадра после выстрела, либо выбрать определенный фрейм. В игре это будет выглядеть следующим образом. Советуем использовать Math Counter, если необходимы двух- и трехзначные цифровые табло. В прошлом ролике суть системы уже была показана, так что не ленитесь его пересмотреть. Если вам нужен таймер, а не счетчик попаданий, то, разумеется, необходимо установить Logic Timer, который будет переключать кадры по заданному вами интервалу времени. Для десятичных цифр потребуется еще одно табло с отдельным таймером, который будет менять кадр каждые 10 секунд. Все. Пришло время поговорить о второй альтернативе. Создайте новый VMT файл с именем таймер и вот таким прокси. На карте необходим FunkButton с новой текстурой. Рядом потребуется наличие сущности Material Modify Control. Ее нужно связать с нашим брашем, указать, на какую текстуру будет влиять сущность и что менять в этой текстуре, в нашем случае фреймы. В чем отличие Material Modify Control от Envy Texture Toggle? А в том, что первая может проигрывать все кадры друг за другом, в какой нам угодно последовательности и с каким угодно фреймрейтом. В output с кнопки указываем следующую команду. Ниже идут цифры. Первая означает начальный кадр, это может быть как и нулевой, так и любой другой. Вторая цифра – это конечный для воспроизведения фрейм. Он также может быть произвольным. Третье значение – это тот самый фреймрейт, то есть за сколько времени проигрывается анимация от начального до конечного кадра.
Ну и последнее значение. Оно или не работает, или я где-то допустил ошибку. На Valve Wiki сказано, что если поставить единицу, то анимация будет зациклена. Но тут что ни ставь, этого не случится. Но зациклить анимацию вам может помочь Logic Timer. Прервать проигрывание анимации может следующая команда. Она просто отображает нужный вам фрейм. Вот, собственно, и все. Повторю, что для обратного отсчета лучше использовать инвертированную анимацию в отдельном VTF-файле. Надеемся, что тема таймеров и счетчиков навсегда закрыта. Для спонсоров на Бусте будет доступна карта-пример и использование обеих сущностей для обеих задач. А на этом все. Удачи, тамадачи!